Добрый день. Все, работа сегодня. Чешем. Бассейн. Не знаю, там места будет, нет. Вон за мной уже бассейн, сзади стеклянный. Вон там даже часы видно. Прикол. В бассейне снимать запрещено. Как вам гелик такой двухдверный. Вчера, забыл вечером машину заправить. У меня, поскольку можно заправлять еще электричеством, я ее там оставил. Вон там. Короче, бесплатная парковка, но за электричество-то платить надо. Получается, мне сейчас, не знаю, сейчас в бассейне пойдем поплаваем. Потом я посмотрю, сколько мне надо будет платить за автомобиль, за электричество. Ну, по крайней мере, идея такая. Сейчас пока буду в бассейне, машина зарядится, мне это электричество хватит доехать до дома. Даже больше. Ну, на заправку, потому что выгоднее в Германии ездить вечером. Вечером бензин дешевле. А я вчера вечером что-то забыл, а потом уже когда домой приходишь, и жалень идти на улицу. Вагоны какие-то возят. Ну и лень. А теперь получается что? Теперь получается вот так вот, как получается. Теперь приехал, короче, ну там на парковке в основном стоит 2 колонки. С каждой колонки, на каждой колонке можно 2 тачки подсоединить электричество. Они, правда, не сильно мощные, но поскольку у меня машина на электричестве только наполовину, мне этого, в принципе, хватит. Через 2 часа у меня будет там 60 километров, я заряжу. Вот, классно. Ладно, я пошел в бассейн. Скоро увидимся. Короче, что, выхожу с бассейна. Прошло 1:50, короче, 2. Вот он бассейн. Давай, счастливо. Пошел какой-то дождь опять вот этот. Зачем он нужен? Я не заказывал, он нафиг надоел. 3 дня солнца было, вот. Нам вообще сейчас дождь не нужен. Это во-первых. Во-вторых, заглянул сейчас в приложение. Я же поставил машину заряжать, как вы помните, на зарядку. Я сейчас еще сделаю, когда буду заканчивать зарядку, этот скриншот сделаю. Покажу вам. Короче, стоит сейчас 3 евро 20 центов. Уже за 2 часа накапало. Получается примерно где-то 5 евро на 100 километров. Если ездить на бензине чисто, то это будет стоить не 5 евро на 100 километров, а 12 евро. Короче, ну, дешевле как бы. Просто что долго зарядка же, да, правильно? Это еще такая вот. Электроавтомобили становятся, вот, получается, за 4 часа они там заправят. Хрен знает сколько. Заправят. Ну, о, кстати, сейчас покажу. Я уходил. Было 2 зарядки пустых. Стояла только моя машина и еще одна. Ну вот. Моя вот самая крайняя, вот Passat. Потом стоит Audi и Volvo. Потихоньку автомобили это добавили с электричеством. Но вот эти первые зарядки, они в принципе, как бы так легко сказать бы так, чтобы никого не обидеть. Ну слабенькие. То есть если я бы ездил сейчас на автомобиле полностью электрическом, как вот этот вот Вольвет, смотрите, какая точила. Точила классная, очень мощная, очень. Проблема в том, что она реально только на электричестве ездит, не как моя. Я могу и без электричества, а этой Volvo будут проблемы без электричества. Ну, у меня еще даже полностью не зарядилась. Я думаю, километров на 50 хватило. Он моргает. Синий литр моргает. Так. Кабель. И вон туда. Это желтый кабель вот от Volkswagen. Passat. Passat когда-нибудь видели на электричестве? Вот такой Passat. Так, ну ладно, что, отсоединяемся и смотрим, сколько надо будет заплатить. Короче, надо машину открыть, когда здесь замок открывается, можно вот так
нехило так. Давай, таскать. Вытащить. Этот оранжевый кабель, блин, если его отдельно покупать, стоит бабки. Сколько у меня машина была с полным фаршем, мне его так положили, чтобы был. Хорошая штука. Кабель мокрый в сумку положил, чтобы багажник мокрый не был. Ну все, сумка, одни сумки. Так, сколько там? Ну-ка. Так тихо-то радио. Во, смотри, зарядилось. Синий, вот это электричество зарядилось. То есть 47 километров зарядил за 2 часа. Ну да. На электромашине можно здесь... Так, 47, ну скажем, если включаешь печку, сразу же у тебя 4 километра снимают. Сейчас пока сняли у меня 3. Смотрите, 44. Было только что 47. Сейчас выключаю печку. Хоп, 47. Включаю печку. 44. Фантастика. Да, как-то вот так. Так что на вот таких вот заправках они, в принципе, ну по деньгам реально. Конечно, по деньгам недорого. Времени нет. То есть это времени, надо очень много времени. Блин. Ну это реально времени займет сколько, да? То есть 200 километров я сейчас заправлял 2 часа. 250 километров 2 часа. Я неправильно посчитал. 4 часа заправляю только 100 километров. Ё-моё. Это вообще хрень полная. Ну, это немного. Это очень даже мало, я бы сказал. Вот этот Passat, он вообще GTE, как бы он, если у него глушитель там есть такие Passat вот эти вот. Вот этот Volvo называется Polestar, да? Полярная звезда переводится. Вот это Volvo, у него реально только электричество. То есть там мощный аккумулятор, мощные двигателя стоят. Есть модели на обе оси, которые прям реально... Ну, она рвет асфальт из-под колес. Но проблема в том, то, что стоять сейчас на зарядке, здесь она постоит 2 часа, только получит 100 километров. Но это как-то бедновато, скудновато. Это очень хреново, далеко не уедешь, скажем так. Есть уже новые зарядки, они намного мощнее, если честно. То есть такие уже зарядки помощнее, где реально можно будет заправить, скажем, за минут 40-300 километров. Вот это я понимаю. То есть это совсем другой разговор. Но пока еще инфраструктура строится, если так взять, если подумать, как бы я уже думал об этом, если полностью взять на батарейке, блин, невыгодно. Сколько времени, если бы у меня где-нибудь возле дома была рядом, там такие стоят слабенькие. Инфраструктура как бы строится, но рано или поздно поднимут цены на электричество, и в принципе стоить будет одинаково. Как бы вот такой вариант, как вот сейчас я, потому что много ездил, у меня 2 мотора, электро и бензин. Мне кажется, пока еще более-менее такой практичный, быстро ездить, но уже нигде не поездишь. А на этом автомобиле, в принципе, и на дальничок можно, он экономичный, все условия. По городу, вот если ехать чисто на электричестве, как раз таки сэкономишь хорошо. Потому что он по городу вообще кушает очень мало кушает по городу. У меня даже Kawasaki больше расходует бензина. Здесь получается, вот сейчас я на бензине поеду, прокачусь, печка разогреется, вот это все, потом проеду километров 10, включаю электричество и буду домой катиться 25 километров, как вот полностью электрокар. Так. Как-то так, я не знаю. Слабовато, конечно, пока. Но полностью о электромашине думать, когда такие зарядки, блин. Вот так вот зарядишься. Вот я вот так заряжал, пару раз. Больше, конечно, заряжаю в гараже от розетки, но здесь как бы она практичнее, быстрее. Как бы быстрее, но это нифига не быстро. То есть то время, которое она простояла на розетке, и сколько километров я взамен только получил, это слабо. Так что пока лучше ездить на бензине. Едем домой. Блин, вообще должна быть солнечная погода завтра. Такие тучи, я не знаю, это прям не очень. Погода нам настроение не испортит. Завтра увидите.
Кстати, машина, смотри какая, навигатор пишет. Ваш бак, танк Фаслер, бак ваш почти пустой бензина. Не хотите заправиться? Говорит, найти вам заправку. Умный автомобиль. Сработает с навигатором. Она говорит, вам найти, говорит, заправку. Я сейчас буду ехать как раз домой, у меня заправок куча по пути. Хочу еле заправляться. Ну, хочу, не хочу, конечно, я должен, к сожалению. Потому что рано или поздно бензин закончится, и электричество у меня сейчас осталось 44 километра. Мне, блин, хватит до дома с лихвой, еще и останется. По городу, говорю, по городу на электро ездить прям блаженство. Четко. Много не расходует. А так, конечно, если ты выезжаешь где-то на магистраль, фига мне, блин, после сауны щеки красные. Попарился нормально сегодня. Второй раз хотел в сауну зайти, а там народу, блин, друг на друге сидят уже этот. Ну, теперь я здесь полно, наконец-то. Блин, доездился, такого давно не было. У меня в баке осталось всего 1,5 литра. Обалдеть. Вот это называется Хартена Гренца, как по-немецки говорят. 67 евро, 72 за 38 литров. Короче, вчера понравилось, сегодня мы обновим чуть-чуть. Здесь тунец, кукуруза. И опять все на хлеб. Только будет не хот-дог, просто такие, как получится, как пицца. Раз, два, три, 6, 8 штук. Переполовинил вот такие багет, булочки. Сыр, конечно же, сосисочка. Ну и тунец, кукуруза.